Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород. С вами Елена. Сегодня хочу продолжить обзор высокорослых томатов. И начну с томата, который называется клюв пеликана. Этот сорт создала курский селекционер Галина Карцева. Сорт среднеспелый, очень тонкого строения, куст аккуратный, много места не занимает, лист простой, очень короткий и листьев достаточно много. На конец июля вытянулся до 1,80 м. И все идет и идет ввысь. Я думаю, рост у него неограниченный. Кисти простые, в них от 3 и до 5 плодов. Завязывает достаточно стабильно. Ну вот здесь, например, всего лишь 2 плода. Но зато посмотрите, один уже какой большой. Все плоды сердцевидной формы, удлиненной, с красивым вытянутым носиком. В неполной спелости плоды темно-зеленого цвета с антоциановыми плечами. По мере созревания добавляются малиновый, красный, серебристый. Очень красивые цвета, но в полной спелости очень трудно отвести от них глаз. Да. Когда плоды начинают созревать, на зеленом фоне, на темно-зеленом фоне появляются малиновые, красные, желтые, оранжевые, ярко-зеленые полоски и проявляется очень много антоциана. В полной спелости ярче проявляются малиновые, красные и оранжевые тона. Ну, посмотрите, какой красавец. Кисти очень крепкие, не заламываются. Посмотрите, абсолютно все кисти прекрасно держат томатики. Подвязки не требуется. Собрала томаты с первых кистей, хотя на второй висят намного крупнее. Но все равно проверим, какой вес. Так, первый томатик. 192 грамма. И томатики 125, 107. Ну, как я и говорила, томаты до 200 граммов. Томатики очень красивые. На них смотреть одно наслаждение. Ведь для нас важно не только вкус, но и эстетическое наслаждение. Когда можно полюбоваться томатом. Томаты очень плотные, крепкие. И еще раз хочу сказать. Если у вас еще больше зеленого на плоде, томат не созрел. А вот когда начинает проявляться ярко-малиновый, красный, фиолетовый цвет, вот тогда томат в полной спелости. Жалко, у нас все гремит, солнышко не светит. Было бы солнце, томат бы заиграл всеми красками. На разрезе мякоть малиновая, семена в зеленом геле. Очень крупные, кожица тонкая, мякоть маслянистая, нежная, но не расползается. Томаты достаточно плотные. Вкус очень яркий. Здесь хороший баланс сладости и маленькой-маленькой кислинки. Очень насыщенное послевкусие и яркий аромат. Сорт клюв пеликана еще очень молодой, поэтому может расщепляться. Кардинал на соломе полосатый. Селекция Софии Исааковой. Покупала семена 7-го поколения, значит, у меня уже 8-е поколение. Но София написала, что все-таки томаты еще могут расщепляться. Сорт среднеспелый, высокорослый. В теплице на конец июля вытянулся до 1,60 м. И рост его продолжается. Стебли крепкие, не очень толстые. Лист простой, сильно рассеченный и куст хорошо облиственный. При этом томатики получают достаточное количество солнца. Кисти простые, подвязки не требуют, хотя и очень крупные. Они прекрасно держат свой вес. Вес плодов от 150 и до 700 граммов. Чем выше поднимаешься по стеблю, тем плоды получаются крупнее. Вот здесь посмотрите, какой огромный плод. Грамм, наверное, 800 будет. Все плоды округло-сердцевидные, с пышными
плечами и тупым носиком. На некоторых плодах может проявляться по плечикам анта напыление. В неполной спелости томаты салатного цвета с темно-зелеными изумрудными полосами. А в полной спелости на оранжевом фоне проявляются малиновые и красные зигзаги и полосы. И анта почти уходит, чуть-чуть по плечикам остается. Ну согласитесь, просто красавчик. Кстати, название «Кардинал на соломе» уходит очень глубоко своими корнями в историю Франции. Обязательно напишу об этом статью. На разрезе томат очень красивый. Это биколор. По структуре очень плотный. С малиновым галстуком посередине. Кожица тонкая. Семян практически нет. А вот вкус просто замечательный. Очень и очень сладкий. С яркими фруктовыми нотками. Ощущается дыня и ананас. Кислинка отсутствует. Кардинал на соломе полосатый, конечно же, отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. Семян в плодах очень и очень мало, поэтому запас будет ограничен. Томат «Обыкновенный мир». Еще его называют «Обычный мир». Серия Дюран-Дюран, селекционер Билл Йодер. Сорт среднеранний, очень урожайный, тонкого строения, стебли не толстые, лист простой, сильно рассеченный, чуть-чуть приспущен вниз. Куст много места не занимает, у него очень сильная энергия роста, и к концу июля высота примерно 1,80 м. Кисти формируются очень и очень длинные. Вот это все здесь одна кисть. С длинными черешками. Может быть более десятка плодов. Форма плодов разная. И вот такие вот бочечки. И ближе к сердцевидной есть более плоские плоды. Вес заявлен от 150 и до 400 граммов. Но вот на нижних кистях такого веса у меня нет. Но я думаю, что грамм 130-150. Хотя вес заявлен 150-400 граммов. В неполной зрелости томаты светло-салатного цвета с зелеными металлическими полосами и антонапылением по плечам. А вот в полной зрелости цвет очень сложный. Здесь смешение красного, алого, золотого, оливково-металлический цвет. Ну и, конечно же, много синего и антонапыления. Это просто какое-то украшение огорода. Дает очень хороший урожай при формировке в 2 стебля. Стебли я подвязываю так, как они заламываются. И чтобы поступало полноценное питание к плодам, конечно, стоит их подвязывать. На конец июля созрели первая и вторая кисть. Начинает созревать третья кисть. Формируется четвертая кисть. Вот здесь пятая кисть формируется. Только-только отцвела шестая. И рост продолжается. Шикарный сорт. Ну просто красавчик. От него очень трудно отвести взгляд. Надеюсь, что и внутри он будет так же прекрасен, как снаружи. Средний вес томатов на первых кистях получился 150 граммов. Хотя в характеристиках указан вес и 400, но у меня таких плодов нет. На разрезе томаты темно-розовые. В серединке идет малиновый галстук. Семена в зеленом геле. Кожица средней плотности, не толстая. Вкус с хорошим балансом сладости и легкой кислинки. И присутствуют еще терпкие нотки. Очень яркое, насыщенное послевкусие. В томатах много сока, при этом они плотные и не растекаются. Томат «Обыкновенный мир» отправляется в нашу коллекцию семян. Томат
бронзовая клубника. Селекция Софии Исааковой. Это у нее новинка. Я приобретала семена 6-го поколения. Значит, у меня в этом сезоне 7-е. Но на следующий год, когда вы будете высаживать этот сорт, это уже будет 8-е поколение. София предупреждает, что сорт еще может расщепляться. Сорт среднеспелый. Достаточно крепкий. Лист простой, не очень длинный, сильно рассеченный. Все листочки прижаты к стеблю. Куст много места не занимает. На конец июля высота растения примерно 2 метра. Кисти простые, на длинной ножке. Формируется от 3 и до 8 плодов. В некоторых чуть меньше. Чем крупнее плоды, тем меньше плодов. Форма плодов может быть вот такая красивая, идеально сердцевидная, а может быть вот такая плоско-округлая, с широкими плечами. В основном форма очень пышная. Кисти не заламываются, подвязки не требуют. В неполной спелости плоды темно-салатового цвета. Потом постепенно добавляются желтые и охровые оттенки. Потом начинает бронзоветь. И в полной спелости на бронзовом фоне проявляются яркие малиновые, красные и оранжевые оттенки. На разрезе мякоть триколор. Семена в зеленом геле. Кожица очень тонкая. Томат нежный, мармеладный, очень сочный. Такие томаты, к сожалению, долго не хранятся. А вот по вкусу он волшебный. Сладкий, с яркими экзотическими фруктовыми нотками. Кислинка очень и очень легкая. Она ощущается только в послевкусии. Вкус насыщенный и яркий томатный аромат. Томат бронзовая клубника отправляется в наш магазин семян, который находится на сайте green-огород.ру. Ну а сейчас мне хочется вам представить очень редкий сорт любительской селекции, который называется фиолетовая принцесса. Об этом сорте сейчас очень много говорят, пишут статей. Кто-то начинает говорить, что это искусственно созданный томат, что он генно модифицированный. Так вот, сорт фиолетовая принцесса абсолютно безопасный сорт. Он создан методом традиционной селекции. Ну а его фиолетовая окраска – это результат естественной концентрации антоцианов, а не генетически модифицированный томат. Его создали обычные любители-селекционеры. А уникальность его в том, что он фиолетово-черный не только снаружи, но и фиолетовый внутри. И скоро мы с вами это увидим. Я выращиваю 2 куста. Растение заявлено как среднепозднее, но оно ближе к среднеспелому, потому что все-таки первые кисти к концу июля уже полностью созрели. Вот начала созревать 2-я кисть, 3-я кисть, буреет 4-я кисть и так дальше. Растение очень крепкое, стебли у него толстые, лист простой, густой, листьев очень и очень много, образуется очень много пасынков, поэтому приходится очень часто пасынковать. Сначала пыталась его выращивать в 3 стебля, но потом не углядела, и они снова начали выдавать новые кисти, и стало жалко обрезать. Кисти формируются через 3 листа. Вот кисточка, лист, 2, 3 и кисть. И снова лист, еще лист, 2-й лист и кисть. К концу июля высота растения примерно 1,50 м. Кисти бывают вот такие простые, но очень длинные. Завязываются абсолютно все плоды. Бывают вот такие посложнее кисточки.
Вот это совсем сложное, с множеством черешков. И если подниматься дальше, я уже даже не считаю, какие это по счету кисти. Их очень и очень много. Цветы практически не осыпаются. А ведь лето на Урале было, ну просто, мама дорогая. Я бы так сказала. Многие сорта не выдержали нашей уральской погоды. А вот этому сорту абсолютно все нипочем. Он завязывает абсолютно все плоды и не сбрасывает цветы. Томат устойчив не только к перепадам температур, а и к болезням. Он не цепляет вообще никакие болячки. Ведет себя как настоящий хороший гибрид. Хотя это сортовой томат. Вес томатиков 15, 16, 15. Они все очень ровненькие. Вот даже наша Маечка пришла посмотреть на томатики такие необычные. В общем, вес у них 15-20 граммов. Вот такие небольшие черики. Ну а вот так томат меняет цвет по мере созревания. Когда фиолетовую принцессу держишь в руках, кажется, что это очень крупная смородина. Ну и, как говорится, барабанная дробь. Оп! И вот так томат выглядит на разрезе. Стеночки томата темно-фиолетового цвета. Семена в густом темно-зеленом геле. Вкус сладкий, с кислинкой. И еще присутствуют терпкие нотки. Довольно вкусный томат. У нас, кстати, последние 2 недели стояла жуткая жара. Было до 36 днем. И, видимо, томат набрал сахара. Такой томат будет вкусен не только в свежем виде, но и хорош в маринадах. Антоцианы, которые придают томатам синий-фиолетовый цвет, являются очень мощным антиоксидантом. Их наличие не только меняет цвет плода, но и может повышать его питательную ценность. А мы все знаем, что антиоксиданты очень полезны для человеческого организма. И чем больше мы их съедим, вот в таких томатах, в смородине, в чернике, жимолости, баклажанах, тем мы больше получим антиоксидантов. Без всякого сомнения, с огромной радостью, томат «Фиолетовая принцесса» отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. Сорт тюльпан султана. Селекция Софии Исааковой. Это новинка. Я приобретала 5-е поколение. Это у меня уже выросло 6-е. Значит, на следующий сезон будет 7-е поколение. Потрясающая урожайность. Вяжет абсолютно все кисти. Растение среднеспелое. Куст крепкий. Стебель достаточно толстый. Лист короткий. И у куста очень сильная облиственность. Но при этом куст много места не занимает. Кисти простые, в которых формируется от 4 и до 8 плодов. Вот здесь вообще длинная кисть. Все плоды красивой, вытянутой формы. Некоторые с удлиненным носиком. У некоторых носик более округлый. Все они еще называются перцевидная форма, тюльпановидная форма. Такие томаты требуют хорошего полива, а также своевременной подкормки кальцием и калием, чтобы исключить вершинную гниль. Кисти формируются через 3 листа. Высота растения на конец июля примерно 1,50 м. Прекрасно завязывает кисти. И даже на самой верхушечке вот уже завязываются маленькие томатики. Кисти крепкие, не заламываются и не требуют дополнительной подвязки. Они прекрасно держат свой довольно немаленький вес. Цвет плодов в неполной спелости
очень светло-салатовый. Но при полном созревании томаты розово-плодные. У Софии заявлен вес от 300 до 800 граммов. Но у меня такого крупного веса нет. Я думаю, помидорки примерно до 200 граммов. Ну, может быть, отдельные будут в дальнейшем чуть больше. Я выращиваю в лунке 2 растения. Одно растение веду в 1 стебель, второе повела в 2 стебля. В 2 стебля намного урожайнее. Точно так же завязывает каждую кисть. И хочу еще отметить, что этот сорт обладает очень хорошей устойчивостью к заболеваниям, а также не сбрасывает цветы ни при жаре, ни при большой влажности. Кисти длинные. Такие кисти очень часто встречаются у сортов Софии. Ну и, как вы видите, просто шикарная урожайность. Я думаю, что такой сорт порадует любителя томатов. Средний вес моих томатиков примерно 150-160 граммов. У Софии заявлен вес от 300 до 700. У меня таких не получилось. Ну и томаты, которые еще не созрели и висят на кусте, они, конечно, крупнее, но 700 граммов они точно не будут. Очень люблю розово-плодные томаты. Они всегда отличаются очень хорошим вкусом. Ну и такая форма и такой вес можно использовать в любые заготовки. Очень красивая форма, достойный сорт. И меня просто сразила наповал его урожайность. Плоды действительно похожи на тюльпанчики. Ну и название соответствует. Тюльпан султана. Прекрасный розово-плодный сорт. На разрезе мякоть розово-малинового цвета. Семена в желтом геле. И их практически нет. Очень и очень мало. Стенки у томата толстые. Ну, примерно 8-10 миллиметров. Томат плотный, не растекается. При этом мякоть сочная, маслянистая. А по вкусу хороший баланс сладости и нежной кислинки. Отличное послевкусие и нежный аромат. Очень приятный бонус. Пустот в томате нет. Тюльпан султана отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете познакомиться на сайте green-огород.ру. Ну а мы вас всегда будем ждать в гости. На этом все. В следующей части продолжу вас знакомить с томатами высокорослыми, которые выращиваю в теплице. Пока-пока. С вами была Елена.